Глава 90. Впрочем, как бы печально ни сложились обстоятельства, лучше принцу все-таки наведаться на праздник. Все же он не походил ни на повелителя дождя, которая уже многие сотни лет проживала в отшельничестве, ни на повелителя земли, который мог отсутствовать по причине важной секретной миссии, ни тем более на повелителя вод, который мог творить, что заблагорассудится под девизом «И что вы мне сделаете?». Не будучи никем из вышеперечисленных, строить из себя особенного, не являться на важные мероприятия по своему желанию. Подобное поведение, повторяющееся из раза в раз, повлечет за собой всеобщее недовольство, а также волну толков и пересудов. И если принц с легкостью мог бы закрыть на них глаза, то Цзюнь-У явно оказался бы в неловком положении. Поэтому Селянь принял приглашение Ши Цинсюаня. «Хорошо, я непременно прибуду на праздник». За несколько последующих дней Селянь испробовал множество способов, но так и не смог отделить душу Цзэжуна от тела мужчины, чему Цзэжун радовался с каждым разом все сильнее. К счастью, Гуцзы все время находился подле отца и не переставал его кормить, поскольку Селянь уже не находил в себе желания запихивать еду тому в рот. На праздник середины осени Селянь установил за стенами монастыря водных каштанов магическое поле, запер дверь, оставил жёсть речь Цзэжуна и отправился в столицу бессмертных доложить о прибытии. Стихотворные строки гласят: «Стоит на небесах из белой яшмы стольный град, 5 стенами дюжина дворцов окружена. Святой коснулся там моей макушки дланью и волосы собрал, бессмертие даровав». Тот самый стольный град из белой яшмы, о котором в них сказано, и есть столица бессмертных. В праздничный день середины осени в столице бессмертных витала атмосфера абсолютной новизны. Кроме того, на главной улице, возле крытых галерей и беседок Селянь увидел множество стражников. Должно быть, после недавнего вторжения Хуачена усилили меры предосторожности. Столы для пиршества, окруженные ароматом лучших вин, облаками-вестниками счастья и лепестками цветов, парящими подобно снежинкам, установили прямо под открытым небом, с видом на луну, чтобы небожители могли одновременно веселиться на пиру и любоваться картиной прекрасной лунной ночи. Любуясь луной из мира смертных, каждый мог сложить кольцо из указательного и большого пальцев, и луна, даже самая крупная, помещалась бы ровно-ровно в этот круг. Но во время любования луной в столице бессмертных сверкающий белизной диск походил на огромный нефритовый занавес, висящий совсем близко. Казалось, пройдешь несколько шагов и сможешь коснуться его. Поистине прекрасная картина, которой не увидишь в мире смертных. Во главе пиршества, разумеется, восседал Цзюнь-У, об этом и говорить не стоит. Но в том, как расположились остальные небожители, скрывался огромный подтекст, имело значение и само место, и порядок рассадки. Занимать место выше предназначенного, разумеется, строго запрещалось, но также никто из небожителей не желал сидеть на месте, принижающем его статус. Селянь, впрочем, мало обращал на это внимание. Единственное, что вызывало беспокойство, на пиршество в честь середины осени полагалось явиться в официальных одеяниях. Иными словами, лучшим нарядом для пира считался тот, в котором небожителя изображали смертные. Но сейчас у Селяня не имелось ни единого божественного изваяния, поэтому он надел уже привычные взору белые монашеские одежды да шляпу доули за спиной. Подобный наряд неизбежно наводил на мысли о нищете и тоже немало привлекал внимание, но у принца в самом деле не имелось более подходящих одеяний. Поэтому Селянь решил, что лучше сесть там, где его никто не заметит. Кто бы мог подумать, что, едва найдя себе укромный уголок, принц тут же поднимет взгляд и увидит, что к месту пиршества приближается Фэн Синь. Оба секунду поколебались, прежде чем слегка кивнуть, таким образом выразив приветствие. Фэн Синь прошел чуть дальше, но потом все же вернулся и спросил: «Почему ты сидишь здесь?» Селянь решил, что ошибся местом, поэтому сразу же поднялся и ответил: «Я подумал, что можно сесть где угодно». Фэн Синь только открыл рот, но тут Селянь заприметил вдалеке машущего ему рукой Ши Цинсюаня. На пиршество небожитель явился в женском обличии, и Фэн Синь, увидев его, будто повстречал мрачную тень прошлого, в ужасе побледнел и поспешно покинул Селяня. Ши Цинсюань же позвал: «Ваше Высочество,
наследный принц, сюда, повелитель ветров, как большая знаменитость чертогов верхних небес, разумеется, занимал одно из лучших мест, ближе к владыке. Его оклик и активное жестикулирование привлекли немало внимания других небожителей, и даже Цзюнь, у которой сидел молча, подперев щеку рукой, посмотрел на селяня, затем мягко кивнул, поэтому принцу больше ничего не оставалось, как подойти. По дороге, как и ожидал, селянь не увидел Лан Цинцу. Говорили, что он заранее отказался от участия в пиршестве, чтобы заняться поисками Цзюна. Ши Цинцюань выбрал для селяня место подле себя, с наилучшими условиями фэн-шуй, и хотя принцу оно казалось не слишком подходящим, перед уговорами повелителя ветров устоять не представлялось возможным, тот уже усадил принца со словами: «Когда пиршество завершится, я отведу вас к тому дитя. Он хоть и уродец немного, но все же довольно послушный». Здесь принцу оставалось лишь ответить: «Премного благодарен». Развернувшись, селянь увидел сидящего неподалеку от них Мин, и который сосредоточенно поигрывал нефритовой чаркой. При этом рука, держащая чарку, казалась даже белее нефрита. Выглядел повелитель земли довольно сносно, судя по всему, раны, полученные им в призрачном городе, уже затянулись. Селянь поприветствовал: «Ваше превосходительство, повелитель земли, рад видеть вас в добром здравии». Мин лишь кивнул, видимо, не был настроен на разговоры. Ши Цинцюань же, в отличие от него, знал всех и каждого и заговаривал со всеми, сидящими вокруг него и даже за 108 тысяч ли. Селянь преклонялся перед его способностью запоминать имена стольких небожителей высших и низших рангов. Также рядом с повелителем ветров принц увидел юношу на вид 18-19 лет, с высокой переносицей, глубоко посаженными глазами и слегка вьющейся черной шевелюрой. Селянь не знал его, и юноша тоже не знал селяня, поэтому, когда их взгляды встретились, каждый ощутил себя чуть неловко, но все же селянь первым произнес формальное приветствие, чтобы скрасить эту неловкость. Снова оглядевшись по сторонам, принц увидел Фэн Синя и Му Цина, которые выбрали себе место так далеко друг от друга, как это было возможно, а также троих небожителей, сидящих ровно напротив, которые как раз беседовали, подобно близким друзьям. Слева расположился мужчина в черных одеяниях ученого, облик его отличался строгостью, манеры — непринужденностью. В процессе разговора он отстукивал 5 пальцами по поверхности стола определенный ритм, всем своим видом выражая собранность и спокойствие, кажущийся смутно знакомым. Посередине селянь увидел Пэймина, с которым, разумеется, уже успел пообщаться поближе, а справа — молодого господина в белых одеждах, который легко помахивал веером с иероглифом «Вода» на лицевой стороне и 3 плавными линиями водного потока на оборотной. Внешне незнакомец на 2/3 был схож с Ши Цинцюанем, только в пренебрежительном взгляде так и сквозили заносчивость и самодурство. Он мог показаться вежливым и утонченным в глазах, однако так и читалось, что он смотрит на всех свысока. Кто же это еще мог быть, если не водяной самодур? В душе селяня прояснились слова «3 опухоли». Тем богом литературы в черном наверняка являлась Лин Вэнь в своем мужском обличии, когда ее магические силы достигали наивысшей точки, вид и впрямь благородный и представительный. Все трое обменивались всевозможными любезностями, осыпая друг друга витиеватыми комплиментами и похвалами. Слушая их, Ши Цинцюань то и дело шептал «лицемерие». Крайнее лицемерие. Селяню, однако, казалось довольно интересным слушать их разговоры. Как вдруг он приметил перед столами пирующих небольшой разукрашенный павильон, с 4 сторон завешенный красным пологом, и спросил: «А что там такое?» Ши Цинцюань улыбнулся: «Ох, вы ведь не знаете, это тоже игра, которая весьма популярна в чертогах верхних небес. Давайте посмотрим, вот-вот начнется». Едва прозвучали его слова, и с небес раздались приглушенные раскаты грома. Цзюнь-У посмотрел на небо, наполнил чарку вином и передал ее со своего высокого места сидящим подле небожителям. Так, пока звучали раскаты, все присутствующие принялись со смехом и весельем передавать друг другу чарку вина, при этом раздавались возгласы: «Не передавай мне, не передавай».
Передавайте вон туда, в его сторону. Наблюдая за игрой, Селянь примерно понял правила и подумал: так, значит, это цветок под бой барабана. Небожители передавали друг другу чарку вина, что наполнил Цзюнь, при этом не разрешалось проливать вино или же возвращать обратно, но в качестве следующего участника можно было выбрать кого угодно. Когда раскаты грома прекращались, тот, у кого в руках оказывалась чарка, становился предметом веселья. Вот только неизвестно, что же именно за веселье ему предназначалось. Для селяня участие в подобной игре не предвещало ничего хорошего. Ведь небожитель, передавая чарку другому, тем самым будто подшучивал над принимающим сосуд. Стало быть, по обыкновению вино путешествовало между небожителями, состоящими в дружеских отношениях. Однако среди множества присутствующих небожителей принц не знал почти никого, разве хватило бы ему наглости подшучивать над незнакомцами? Самое большее, что мог сделать селянь, это протянуть чарку повелителю ветров. Но что, если тот и передаст игру самому принцу в руки? Селянь подумал: лучше будет, если чарка пройдет мимо меня. Впрочем, возможно, я слишком обольщаюсь на свой счет, и вовсе никто не подумает передать ее мне. Однако не успел принц сказать и слова, первый тур завершился. Чарка оказалась, как все на то и рассчитывали, в руках Пэймина, и, судя по всему, небожитель уже привык к подобному. Под громогласные поощрительные крики он осушил ее до дна, а остальные принялись хлопать в ладоши и подначивать: «Поднимайте! Поднимайте!». Под радостный шум занавес вокруг разукрашенного павильона медленно поднялся, и перед небожителями на сцене предстал высокий генерал, вышагивающий с гордо поднятой головой, всем своим видом излучая величие. Кажется, он совершенно не замечал собравшихся внизу зрителей, не видел и необыкновенно прекрасного пейзажа в небесах за пределами павильона. Пройдя немного вперед, он звучно и воодушевленно запел. Получается, если чарка останавливалась в руках у какого-то небожителя, павильон сам собой показывал всем на потеху пьесу с его участием, сочиненную в мире смертных. Но поскольку люди страсть как любили выдумывать всяческие небылицы, никому не ведомо, что за поразительную историю они сочинили на этот раз. К тому же каждый мог оказаться участником представления, поэтому игра зачастую выставляла небожителей в постыдном свете, заставляя их понервничать. Но в этом и заключалось веселье. Стоит сказать, что пьесы, в которых Пэймину отводилась главная роль, выдавались на редкость яркими и эффектными, поскольку главные героини менялись от раза к разу. Иногда женская роль доставалась небесной богине, иногда демонице, иногда девушке из семьи богатого вельможи. Каждая соперничала с другими по красоте, а сюжеты выходили один вульгарнее другого. Небожители с неподдельным интересом уставились на сцену, ожидая появления героини. Чаяния их сбылись, вскоре на сцене показалась девушка в темных одеждах, с голосом, подобным пению иволги. Персонажи обменялись парой куплетов, текст в которых походил на довольно смелые заигрывания, но чем дольше зрители на них смотрели, тем сильнее чувствовали подвох. Послышались разговоры: как называется эта пьеса? Что за даму на сей раз соблазняет генерал Пэй? Как вдруг генерал Пэй на сцене произнес: дрожайшая Цзе. Пэймин и Линвэнь на своих местах одновременно поперхнулись, забрызгав стол вином. Кто же еще мог подразумеваться под дрожайшей Цзе, если настоящее имя Линвэнь — Наньгун Цзе? Небожители пребывали в искреннем потрясении. Неужели и между этими двоими что-то было? Линвэнь, промокнув салфеткой губы, бесстрастно заявила: нечего тут гадать. Все выдумки. Оба непосредственных первообраза героев пьесы явно помрачнели, однако, на их счастье, оказались достаточно толстокожими, чтобы, пока со сцены слышатся охи и ахи, делать вид, что они ничего не замечают. Впрочем, Шиуду не собирался давать им спуска. Помахивая веером, он усмехнулся: пьеса весьма занятная. Не поделитесь впечатлениями? Линвэнь ответила: какие могут быть впечатления? Сюжет давно устарел. Тогда мои божественные статуи выглядели иначе, чем сейчас. Всего лишь народные легенды, не более. Посуди сам, разве в народном фольклоре хоть одна женщина избежала того, чтобы за ней приударил старина Пэй?
Остальные полностью согласились с этим. Пэймин заметил, Эй, не стоит делать подобных заявлений, пусть я и впрямь ухлёстывал почти за всеми, о ком гласят народные предания, но это чистейшая выдумка. Не возводи напраслину на порядочного человека. Лин Вэнь заметила, если судить по твоим же словам, я вообще должна сидеть как на иголках, поскольку еще больше легенд повествуют о соблазненных мной мужчинах, тогда как я не соблазнила ни одного. С тех самых пор, как Лин Вэнь только избрали в качестве помощника бога литературы, в мире смертных начали сочинять легенды, что она поднялась наверх лишь благодаря связи с неким небожителем. Подобные слухи также являлись одной из причин тому, что в начале основания дворца Лин Вэнь храмы ее пустовали, благовония горели тускло. Поговаривали даже, что во времена особенно активных протестов ее становления на должность бога литературы люди обругивали Лин Вэнь, на чем свет стоит, и часто подсовывали в ящик для подношений набрюшники или женские пояса. Однако, если подобные слухи распространялись о мужском божестве, то приносили ему славу героя-любовника и воспринимались даже с удовольствием. Вполне очевидно, что в похожих ситуациях существовала разница полов, притом итоговый результат для мужчин и для женщин существенно разнился. Размышления на эту тему прервал следующий тур игры. Только что Шиуду смеялся, но теперь очередь дошла до него. Две опухоли рядом с ним в едином порыве выставили руки в поздравительном жесте, воздаяние не заставило себя ждать, прими его с достоинством. Шиуду нахмурился, выпил вино в чаше, и занавес снова начал медленно подниматься. Однако еще не успел открыться до конца, как со сцены послышались протяжные вздохи на два голоса: «Женушка», «Муженек», исполненные страсти, наигранные, переливчатые, будто во время крайне интимной сцены. Тогда-то Селянь своими глазами увидел, как и Шиуду, и Ши Цинцюань живьем покрылись гусиной кожей на полтела. «Брат, скорее обрежь веревки!» Вскочил Ши Цинцюань. «Опустить занавес!» «Сейчас же опустить!» Немедля выкрикнул Шиуду. Не требовалось даже смотреть, чтобы понять, какой сюжет попался на этот раз. Наверняка из тех легенд, что повествуют о его превосходительстве, повелителе води и богине ветров, как о супругах. Любовная страсть и ненависть вечно остаются излюбленными сюжетами, которые люди кладут в основу сказочных историй. Прекрасно, если такие истории случались на самом деле. Но еще прекраснее, если их никогда не происходило, ведь тогда можно выдумать все, что душе угодно. Строго говоря, именно деяния небесных чиновников следовало бы считать истинными мифами. Однако иногда, глядя на сюжеты, что приписывают им смертные, оставалось лишь преклониться перед способностью людей сочинять настоящие мифы. Тем временем, стоило Шиуду повелеть, занавес и впрямь немедля опустился, а зрителям пришлось старательно сдерживать смех, ведь если кто и хотел посмеяться, то уж точно не посмел бы этого сделать. Селянь, однако, улыбнулся повелителю ветров: «Ваше превосходительство, выходит, что же, можно заставить занавес опуститься?» Ши Цинцюань, все еще не оправившись от испуга, ответил: «Можно». «Ерунда, обойдется всего-то в 100 000 добродетелей». Пока Селянь пребывал в безмолвии, не находя слов для ответа, начался третий тур. На этот раз раскаты грома продолжались совсем недолго, и чарка с вином достигла того юноши, что сидел недалеко от Селяня. Реакция небожителей на данный факт оказалась несколько странной. Не очень-то воодушевленной, но и не слишком равнодушной. Будто бы всем хотелось посмотреть на представление, но никто не желал выказывать этого слишком явно. Юноша, кажется, не испытывал интереса к игре, но вино все же выпил. Стоило ему опустить чарку, как занавес поднялся вновь. На сцене показались двое. Один — молодой солдат с копной кучерявых, будто у скульптуры каменного льва, волос. И хотя образ вышел явно гротескным, все же довольно величавым и гордым, должно быть, изображал он именно этого молодого небожителя. Другой же — уродливый клоун неестественно вульгарной наружности, скачущий по сцене. Стоило юноше повернуться к клоуну,
И тот изображал пристойность, но такую чрезмерно наигранную, что становилось еще омерзительнее. Когда же юноша отворачивался, клоун вновь начинал скалить зубы за его спиной и наносить подлые удары невидимым мечом. Вне всякого сомнения, таким образом обыгрывался подлец, который в лицо юноши говорил одно, а за спиной — совершенно другое. Пока клоун старательно кривлялся на сцене, реакция зрителей на происходящий фарс явно различалась. Селянь обнаружил, что небожители низших рангов хохотали от души, тогда как более высокие чины, такие как Ши Цинсюань, Ши Уду и остальные, в большинстве своем молча хмурились, явно не видя в представлении ничего смешного. Кроме того, принц также заметил, как вздулись синеватые вены на тыльной стороне ладони юноши рядом с ним, и в душе его зародилась настороженность. Принц не понимал, что именно происходит на сцене, но примерно догадался, что кого-то выставляют посмешищем. И даже не зная, кого именно изображает пьеса, Селянь решил, что от созерцания подобного сюжета приятного крайне мало, и юноша выглядел так, будто вот-вот кинется в драку. Поэтому принц взял со стола палочку для еды и запустил ею в веревку, на которой держался поднятый занавес. Нисколько не заостренный прибор пролетел вскользь, но веревка, к всеобщей неожиданности, оказалась срезана. Занавес с шелестом опал, а небожители удивленно зашумели. Как же так? Что же это такое? Затем один за другим стали оборачиваться на селяня, кто-то даже поднялся с места. Принц хотел было что-то сказать, но в следующий миг над ухом прозвучал громкий треск. Это юноша раздавил чарку из белого нефрита прямо в руке. Кажется, представление повергло его в ярость. Бросив на пол горсть нефритовых осколков, он одним прыжком поднялся в воздух, запрыгнул на стол, оттолкнулся ударом ноги и, подобно выпущенной стреле, полетел к павильону, прямо за занавес. Несколько небожителей бросились следом и раздвинули красный полог, но за ним уже никого не оказалось. Послышались удивленные возгласы: «Скверно, скверно!» Его высочество Цин снова спустился кого-то избить. Селянь в душе изумился. Цин. Из дворца Цина. Западный бог войны, Цюаньчжэнь. И тут же спросил Ши Цинсюаня: «Ваше превосходительство, что все это значит?» И что значит, его высочество Цин снова спустился кого-то избить? Ши Цинсюань, придя в себя, ответил: «Избить, значит, избить». КХМ. Возможно, вам будет трудно поверить, но Цин частенько избивает собственных последователей. Принц в самом деле впервые слышал о небожителе, который раздает тумаки своим же последователям, ведь подобные действия легко могут уронить божество в глазах верующих разом на 1000 чанов. Селянь хотел было спросить что-то еще, когда до него донеслись недовольные речи небожителей на нижних рядах. Кое-кто по фамилии Цюань поистине ничего не смыслит. Это ведь просто шутка, ради веселья, а он не желает хоть немного подыграть. Кого здесь еще не осмеяли? Генерала Пэя, совершенного владыку Линвэнь, разве их не выставили посмешищем? К тому же смеялись ведь не над ним, и зачем он так вспылил? Вот именно, он поистине мнит о себе слишком многое. Раз его мучает столь сильный гнев, почему он решил выплеснуть его именно сейчас? Такое замечательное празднество, ну кому какое дело до его личных переживаний? Вот ведь, ну полно вам, хватит. Незрелый юнец, он юнец и есть. К тому же он уже ушел. Без него веселье станет еще приятнее. Послушав их разговоры, Селянь погрузился в свои думы. На Перу лишь ненадолго воцарился беспорядок. Линвэнь, кажется, тут же отправила кого-то уладить конфликт с Цюаньчжэнем. Некоторые небожители успокоили недовольных, и праздник, а с ним и игра, продолжились. Вновь зазвучали раскаты грома, начался 4-й тур цветка под бой барабана. Селянь изначально только смотрел на игру других и сам участвовать не собирался, радуясь, что никто не передает чарку ему. Он как раз собирался заговорить с Ши Цинсюанем, но в ту же секунду к нему неожиданно протянулась чья-то рука, передавая чарку из белого нефрита, наполненную вином.